Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, достаточное количество лет назад я начала возрождать культ фортуны. Я сделала это после того, как сама лично убедилась в ее силе, и не только в ее силе, а в силе богов, мироздания, но в особенности в ее силе именно всего того, что касается удачи, денег, фарта. И когда я от нее получила очень многое, я решила, что я хочу поделиться этим со всем миром, с достойными людьми, которые правильно поймут и почему бы нет, будут жить хорошо. И вот так с этого началось возрождение культа фортуны. Я очень много дарила ритуалов, заговоров, связанных с ее культом. Я вам говорила, как ее называли греки. Тихе. Судьба. Как ее называли римляне. Фортуна. Как ее называли северные народы, в частности кельты. Габондия. В кого она воплощалась в Азии. В Лакшми. Кого она воплощалась в Африке. В Ошун. И во многих других культах она есть под различными культами, под различными именами богинь, которые несут ее функции не только. И за столько лет очень многим людям ее сила, ее энергия помогли встать на ноги, не потеряться, пойти вперед. Мной была дана вам целая инструкция выживания. С чего начать, как быть, как не сойти с ума в этом несовершенном, тяжелом, непростом мире, как найти себе применение и очень многое другое, что помогло вам и помогает до сих пор, и новым людям, которые приходят, помогает, естественно, подняться в этой жизни. Ведь, что бы мы ни говорили, мир материален, и материальные блага нам нужны. Это мы 15-16 лет говорим о любви, о розах, о прогулках под луной. Но когда у нас появляются дети, мы понимаем, что у нас тысячи проблем, трудностей. Да и не только дети появляются. Вообще мы взрослеем, у нас потребностей становится больше. Если раньше нам достаточно было на мотоциклах поехать воровать яблоки из колхозных садов и радостно кушать на берегу речки, то потом мы понимаем, что мы хотим ездить уже на машинах и жить в своем доме. Вообще все проблемы, конфликты в семье из-за безденежья, из-за того, что дети зависят от родителей, сноха зависит от свекрови и так далее. И именно потому, что мир материален, и деньги нам всегда нужны для лечения, для жизни, для развлечения, для учебы, для того, чтобы сыграть свадьбу своим детям, купить им дом, для того, чтобы своим внукам делать подарки, чтобы кошкам, собакам на улице купить корм, тоже нужны деньги. И вот для всего этого нужен достаток. Достаток от слова «достаточно всего, что мне нужно». Конечно же, есть люди, у которых яхты, миллиарды, да, нефтяные вышки. Каждому свое. Я не считаю, что они счастливее нас или несчастнее нас. Они богаче нас всего лишь. Но мы не знаем, что творится за закрытыми дверями.
Мы только видим их лучезарные улыбки, бриллианты, да, дворцы, счета в банках. Но счастливы ли они всем этим? Тоже, знаете ли, не факт. Кто-то, будучи голодный, вдруг выходит замуж за очень богатого человека, взлетает внезапно и очень ценит это положение настолько, что даже когда у него появляются любовницы, она закрывает на это глаза, потому что у нее нет желания вернуться в голодное детство. Так, например, терпели жены наших членов политбюро. Да и сегодняшние, знаете ли, не лучше. Голодные крестьянки, которые внезапно получили личных парикмахеров, личных водителей, знаете ли, дачи, квартиры, отдых за счет государства и прочее. Не так легко и просто от этого всего отказывались. Готовы были закрыть глаза на многое. То есть я не призываю к тому, чтобы вы терпели мужчин из-за того, что вот есть материальные блага. Всегда стремитесь сами создавать, естественно. Руки, ноги есть, да и есть люди, у которых рук, ног нету, и завидуешь ты их стремлению жить. Но в любом случае, я к тому, что материальные блага настолько важны в этой жизни, что многие предпочитают даже душевную боль терпеть, не замечать, но жить материально хорошо. Я не сужу этих людей. Может быть, я судила их в 20 лет, говоря о том, что осуждала, точнее, что вот как любовь променять на деньги. Но когда ты любишь и когда ты делаешь очень много хорошего для человека, которого любишь, готова себя отдать, весь свой дом отдать, я не знаю, лишь бы ему было хорошо. И когда в итоге ты получаешь черную неблагодарность, то с годами начинаешь думать, а надо ли вот особо так зацикливаться на этом понимании любовь, да любовь. Может, это слово стерпится, слюбится тоже не просто так придумали. Однако, еще раз говорю, не веду вам пропаганду брака без любви, ради денег. Просто хочу сказать, что в любом случае деньги нужны. Достаток нужен. Обязательно. И вот как этого достатка достичь, я вас научила. Умные люди этим всем воспользовались и давно уже многое смогли для себя сделать. Знаете, мои зрители раньше меня купили и дома, и квартиры, и все такое. Я рада. Рада, потому что это все было дано для них прежде всего, только потом для меня. Так вот. Вот после того, как я обновила, вернула культ фортуны, многим, конечно, это не понравилось. Многим не понравилось вообще мое присутствие в мире магии, потому как я очень многое дала людям, дала бесплатно и тем самым обрезала, знаете, вот эту нитку. Можно сказать, забрала их хлеб. Люди, которые ничего из себя не представляют, не представляли, но в любом случае брали большие деньги за какие-то иллюзии, вдруг поняли, что им больше эти деньги платить не хотят. Что там есть бесплатно, даром, что люди берут, делают, благодарят, хвалят, передают друг другу, и это работает, оказывается. Вот они вдруг осознали, что а зачем идти платить, если человек делится такими знаниями совершенно бесплатно. И все дружно начали хаять фортуну, и как она опасна, и как нельзя ее делать, и трогать. Вообще, это очень страшные вещи. Пока не поняли, что, понимаете как? Я пришла служить силам магии. Они пришли через магию богатеть. Для них это бизнес, для меня призвание. Вот и вся разница. Вот они смыкнулись, что
Ну, раз уж это работает, значит, тут что-то есть. И начались курсы, как задобрить фортуну, курсы о том, как попросить фортуну, как славить фортуну. Начали эти курсы продавать. Значит, теперь совместные ритуалы к фортуне. Те люди, которые буквально несколько лет назад говорили, что фортуна очень опасная богиня, вообще трогать нельзя, и их множество. Потом я начала видеть на иностранных каналах магии, фортуну, украшать. Потом мы начали с вами видеть, как по телевизору там какие-то эксперты, суперведьмы сидят, у них алтарь, фортуна, украшенная вот дорогими камнями, золотом, серебром. Кто-нибудь знал это до меня? Нет, конечно. Я рада, что узнали люди. Я не против. Я для этого и давала людям. Но, знаете, с одной стороны, очень опасно слишком много отдавать. Как говорят, учитель должен оставить хоть один прием себе, да? Не до конца все отдавать и дарить, чтобы этим приемом тебя же и не уничтожили. И я просто поняла, что, переняв у меня это все, многие предпочли забыть, где они это смотрели, у кого это увидели, учились. Они забыли, что они когда-то хаяли это божество. Но потом поняли, какой ходовой товар. Я смотрю, все эзотерические магазины начали фортуны возить. Но это нормально. Спрос рождает предложение, и тут ничего такого плохого не вижу. Да, начали возить, продавать, потому что видят, что очень много людей, которые ищут ее для ритуалов. И в последнее время часто встречаю какие-то курсы фортуны и все такое. Уважаемые мои друзья, я не знаю, но настолько вы безмозглые, чтобы оставить бесплатные лекции о ней и купить то же самое, сказанное мной, просто озвученное другим голосом, за деньги, ну, идите, покупайте. Никто вас не держит, знаете ли. Ваше дело, ваше право. Я же дарю это все даром, потому что это правильно, так должно быть. Итак, хочу вам сегодня подарить еще один ритуал обращения к фортуне. Этих ритуалов и заговоров к фортуне лишней не бывает, поскольку богиня удачи и фарта, она любит, когда к ней обращаются. И она помогает всем, невзирая ни на что. Вот в отличие от других богов, фортуна, она помогает любому человеку. И неважно, ты достоин этого, нет, красивый ты или нет, тупой или умный. Если ты обращаешься к ней с уважением, и она видит в твоей душе это уважение, она помогает. Однако есть одно «но». Вы знаете, друзья мои, богов не обманешь. Она прекрасно видит и понимает, кто есть кто. Люди, которые несколько лет назад хаяли ее, а сейчас, поняв, что это ходовой товар, как им кажется, начали продавать лекции о ней и какие-то смешные стишки и ритуалы сочинять в честь нее. Они для нее то есть никакой ценности не составляют. И магия, так называемая в кавычках, этих людей работать не будет. И она не принесет той удачи, на которую они надеются. То есть, замахнувшись на ее культ. Знаете почему? Потому что не она их призвала. Она видит их неискренность. Она видит в них просто жажду наживы. Она понимает, что она для них просто способ заработать, но никак не любимая покровительница, о которой хочется поделиться со всеми и научить всех, как к ней обращаться. И поэтому многие из тех, которые несколько лет назад всячески облаивали мои работы и хаяли ее культ, и сейчас начали говорить о ней, начали продавать о ней лекции, какие-то совместные ритуалы проводить и все прочее, они для нее, для этого божества,
абсолютно ничего не значит. И они не будут получать ее энергию. Вот обычный зритель моего канала получит от нее больше и энергии, и помощи, и удачи, чем тот человек, который продает лекции о ней. О чем лекции сейчас вот можно о фортуне продавать? Объясните мне. Все, что возможно о фортуне, во-первых, есть в исторических книгах, на сайтах есть информация о фортуне. Не очень много, правда, если честно. Ну так, извиняюсь, в общих чертах. И на моем канале описание о ней, истории, связанные с ней, да, и прочее. Вот это все, если собрать и продать, конечно, можно продать. Но разве фарт продается? Фарт просит у богов. Чему я вас и научила. Все ценное, стоящее дается даром. Запомните это. Так вот, это первая категория людей, которые радостно взялись за дело, поняв, что сколько бы они ни ругали, а все же люди благодарны ей, и люди получают помощь от фортуны, и они решили, как, знаете, такое нехорошее сравнение, ну, как от паршивой овцы, да, ну вот не получилось ее утопить, не получилось ее там загрязнить, эту богиню. Ну, тогда хотя бы используем в свою пользу. Нет, господа, она вам ничего не даст. Я знаю просто много таких случаев. Тоже взялись радостно, начали фортуна, фортуна, вот фортуна, там благословляю, фортуна. И ничего не пошло. Пару слов сказали, показали, и на этом остановилась. Почему? Потому что не она вас призвала, и она прекрасно помнит, что вы о ней сказали. Она не забыла ни одно слово, сказанное вами. Вот и все. И она вам никакую энергию удачи отдавать не будет. Зря вы трогаете вот именно мой стиль работы. Это первый. Второй момент. Вы знаете, что есть такие люди, и называются перебежчики. Знаете, бегут отсюда туда, оттуда сюда. Их немного, но они есть. И вот когда я как-то читала комментарии, там было сказано, вот я обращалась к фортуне, она мне, да, вроде помогла, потом перестала, я поняла, что это неправда, все. И я понимаю, почему она таким не помогает. Потому что это люди, у которых нет личности. А боги не любят слабых, ничтожных людей. Они любят сильных, волевых, они любят храбрых людей, которые готовы отстоять свое право и правду. И они им помогают. То есть вот сегодня я попросила, она мне дала эту сумму денег. Завтра попросила, отдала. Послезавтра попросила, не отдала. Через день попросила, опять отдала. Это же не означает, что если я когда-то попросила и не получила, все, зачем она мне нужна, она мне больше ничего не дает, да ну и да зачем она мне вообще? Вот таких никто не любит, и боги тем более. И вот когда таких людей читаешь, ты думаешь, а ты не думаешь, почему она тебе больше не помогла? Она увидела абсолютную неблагодарность с твоей стороны. Ты повела себя так, как будто это раб-сила, которая должна на тебя пахать. Она не увидела уважения с твоей стороны. Вот и перестала тебе помогать. То есть это вторая категория, которая никогда не получит помощь ни от одной силы. Фортуна, древние боги, да даже новые боги. Я говорю о людях, которые относятся к категории поклонения. Они поклоняются богам и получают. А кто служит им и получает, это, естественно, жреческая каста, которая сейчас называется видовская и прочее. Этим людям нелегко. Вообще любой жрец любого культа, он очень, у него очень тяжкая судьба. И совершенно неважно, какому культу служит этот человек. Понимаете, современным религиям или древним богам. То есть служит, извиняюсь, не поклоняется, а именно служит, отдает всю свою жизнь этому. У этих людей трудная судьба. Ну, так положено.
Они проходят через испытания, их испытывают. Боги ревнивые, они любят, когда ты служишь только им. И если даже ты создаешь семью, я уже объясняла, то большая часть твоей жизни должна быть посвящена именно работе. Только тогда тебе разрешают немного счастья в жизни и так далее. Сейчас мы говорим не о нас. Итак, вы можете, значит, создать тот алтарь, ту обстановку, которая вам нравится. Здесь плод вашей фантазии не знает границ. Можете со статуей фортуны, можете просто стелить там белую, уже запуталась, золотистую ткань, значит, красную ткань, зеленую ткань, черную ткань. Можете шубу стелить, мех, можете деньги положить на алтарь, украшения, монеты и так далее. И произносить нужно 6 раз. Но хочу вам сказать, что здесь есть еще маленький такой куплет. Это древние песнопения, древние обращения во славу фортуны. Это на латине. Внизу Яна напишет текст и выставит эти слова. Еще раз прошу никому тексты не печатать, кроме Яны, потому что в сыром виде опять пойдет по интернету, а должно быть как положено, с объяснениями, с текстом и прочее. Это первое. Второе. Если вам не терпится, вы сами берете и сами от руки переписываете у себя там в книге теней или в тетради. То есть я прошу еще раз очень убедительно внизу каждую секунду не писать. А где текст, а что с текст, а когда будет. Я навсегда в течение нескольких дней выкладываю текст. Я надеюсь, мы друг друга поняли. Теперь текст я заранее прочитала, я просто знала, что к ночи голос охрипнет. Поэтому я заранее прочитала, я иногда так буду делать, включать запись. Потому что между делами как бы читаешь и занимаешься делами. Итак, начнем. Мы пройдем тропой удачи до сиятельного трона. Поклонимся с уважением, с благодарностью, с почтением перед царственной фортуной. И, склонившись, поцелуем руку щедрую твою. О, царица сил удачи, о, богиня с добрым сердцем, одари, озолоти твоих чад, благословляя. Манну с неба посылай нам, фарт и благо отправляй нам, чтобы нам сытно есть, чтобы нам сладко жить, в золоте, в мехах ходить, с лучшими людьми дружить, с чаши матушки судьбы богов амброзию нам пить, чтобы двери мироздания открывались перед нами, чтобы все только мечтали о том, чем владеем мы, чтобы все нас величали. Извиняюсь, там в конце, видимо, прервалось. Поэтому я сейчас дочитаю, и следующий текст уже прочитаю сама еще раз. Ну, так бывает, запись, наверное, не до конца. Чтобы все только мечтали о том, чем владеем мы. Чтобы все нас величали избранниками самой матери судьбы. И вот сейчас я сама прочитаю. Мы пройдем тропой удачи до сиятельного трона. Поклонимся с уважением, с благодарностью, с почтением перед царственной фортуной. И, склонившись, поцелуем руку щедрую твою. О, царица сил удачи, о, богиня с добрым сердцем, одари, озолоти твоих чад, благословляя. Манну с неба посылай нам, фарт и благо отправляй нам,
чтобы нам сытно есть, чтобы нам сладко жить, в золоте, в мехах ходить, с лучшими людьми дружить, с чаши матушки судьбы богов амброзию нам пить, чтобы двери мироздания открывались перед нами, чтобы все только мечтали о том, чем владеем мы, чтобы нас все величали избранниками самой Матери Судьбы. А теперь латинский текст. И хочу вам сказать, что фортуна не только деньги дает, она еще дает нужных людей. И те люди, которые становятся любимчиками судьбы, если так можно сказать, у этих людей всегда рядом нужные люди, нужные связи. Это тоже немаловажно. Просто кому-то кажется, что фортуна только вот деньги дает и больше... Нет, друзья мои, она же не денежная богиня. Она богиня удачи. А в удачу ходят и деньги, и нужные люди, и связи, и как бы и здоровье, и спокойствие, и любовь, и все что угодно. Смотря что больше всего вам нужно, и того и дает. Иногда фортуна дает просто душевного спокойствия, иногда устраняет людей, которые мешают вам жить, для того, чтобы вы могли подняться на ноги и начать новую жизнь. А это текст из древнего гимна, можно сказать, славление фортуны. Deame fortunem, regnum dedisti, multis, levavi multas, multa dives fecit, da mihi matreme fortunam, opes regiae, vi ac potestate, et magne fortuna, sitita. Мы пройдем тропой удачи до сиятельного трона, поклонимся с уважением, с благодарностью, с почтением перед царственной фортуной и, склонившись, поцелуем руку щедрую твою. О царица, сил удачи! О богиня с добрым сердцем, одари, озолоти твоих чад, благословляя. Манну с неба посылай нам, фарт и благо отправляй нам, чтобы нам сытно есть, чтобы нам сладко жить, в золоте, в мехах ходить, с лучшими людьми дружить, с чаши матушки судьбы богов амброзию нам пить, чтобы двери мироздания открывались перед нами, чтобы все только мечтали о том, чем владеем мы, чтобы все нас величали избранниками самой Матери Судьбы. Почему нас, мы в этом ритуале именно таким образом? Это как собрать энергию со всех, кто ее славит, и направлять и в свою сторону, и в их сторону. То есть это энергообмен, это усиление себя, этой энергии. В этом ритуале именно так нужно. В других, естественно, вы обращаетесь от своего имени. Это точно так же работает для вас, поверьте мне. Просто здесь и для вашей семьи, и для ваших детей. Оно просто идет общее. Daeme fortunem, regnum dedisti, multis, levavi multas, multa dives fecit. Da mihi matreme fortunam, opes regiae, vi ac potestate, et magne fortuna, sit ita. Еще раз прочитаю, достаточно. Мы пройдем тропой удачи до сиятельного трона, поклонимся с уважением, с благодарностью, с почтением перед царственной фортуной и, склонившись, поцелуем руку щедрую твою. О царица сил удачи, о богиня с добрым сердцем, одари, озолоти твоих чад, благословляя. Манну с неба посылай нам, фарт и благо отправляй нам, чтобы нам сытно есть, чтобы нам сладко жить, в золоте, в мехах ходить, с лучшими людьми дружить, с чаши матушки судьбы богов амброзию нам пить, чтобы двери мироздания открывались перед нами, чтобы все только мечтали о том, чем владеем мы,
чтобы все нас величали избранниками самой Матери Судьбы. Deame fortunem, regnium dedisti, multis, levavi multas, multi dives fecit. Da mi matreme fortunam, opes ragiae, vi ac potestate, et magna fortuna, sit ita. И вот так 6 раз. После чего алтарь можете собрать обратно, ее статую поставить на место. А потом сами увидите, что у вас начнется надолго удачная полоса. Лучше часто это делать. Я вам объясняла, почему боги любят ритуальную часть магии, в том числе не только заговоры, не только скоропомощники и шепотки. Потому что это им дает особую энергию. Это некая такая месса, которой вы служите. Понимаете, это как обедня, если уж так сравнить с религиозной точки зрения. Вы отдаете вот это славление просто, это как службу вы служите им. Отслужили целую службу, и тем самым вы усиливаете себя, потому что заговоры, они действуют сейчас, потом снова постоянно, а ритуалы, они имеют более длительный такой вот характер, более длительный. Обряды тем более. Обряды – это совокупность нескольких ритуалов. Я вам желаю удачи, не слушайте никого, идите к своей цели, и если вас пытаются удержать от древних богов, которые даруют человеку все, что он хочет, это значит те самые злые силы, которые пытаются воспрепятствовать, потому что им вы нужны нищим, несчастным, одиноким, плачущим. А древним богам вы нужны счастливый, здоровый, радостный, плодовитый, сильным родом и с достатком. Потому что та энергия радости, которую вы будете излучать, они будут забирать как плату. Им выгодно, чтобы вы были счастливы. Вот и все, что я вам могу сказать. Всем удачи, всех благ.